coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Продолжаем проходить игру Guilty Party. Всех приветствую. Наконец-то мы продолжим наше наслаждение вот этой вот интересной новеллы. Причем, кажется, даже русской, если мне не кажется. Ну да ладно, у нас еще куча новелл на пути. Возможно, скоро получится и до других новелл добраться. Вскоре на место Якова сел Ганс. Кстати, подожди секунду, я чуть забыл. Да, мы забыли вот это вот, надо прочитать. Мой ответ не удивил Якова. Пожав плечами, он вылез из стола. Подошел к одному из окон, где занял позицию наблюдателя. И на указательном пальце начал крутить один из своих револьверов. Револьверофил, блин. Он так их любит, прям единственное существо или вещь, которую он любит. Ой. Ой, блин, я пропустил. Что ж такое, ладно. Вскоре на место Якова сел Ганс. Он дружелюбно улыбнулся и, как ни в чем не бывало, принялся есть торт. Да, в кавычках. Предыдущую серию гляньте, она будет в подсказочках, кстати говоря, или весь плейлист гляньте сначала. Если вы тут впервые смотрите прохождение этой игры и попали вот на этот выпуск. А так мы продолжаем знакомиться с этим отрядом и его тараканами. Яков, тебе что-то наболтал про меня? Ты так пугающе смотришь. Нет, просто он немного странный. Я не всегда понимаю, всерьез ли он говорит. А, да, я тоже. А вообще мы все немного странные, ведь так? Я не стал спорить и кивнул, а Ганс даже не обратил внимания на мою реакцию. Он придвинулся ближе и заговорил шепотом. Из нас самая нормальная Хельга. Она красивая, высокая, умная, смелая. Знаешь, я как-то пробовал докурить ее сигареты. У них особый вкус, такой терпкий и немного дурманящий. Ганс расплылся в широчайшей улыбке и блаженно прикрыл глаза. Мне стало немного не по себе. Сразу же после этих слов Руф вскочила с места и со всей силы ударила ладонями по столу. «Ах ты извращуга! Так и знала, что это ты таскаешь ее сигареты!» Ганс залился краской и закрутил головой в поисках спасения. «Да брось, Руф! Наверное, ничего особенного в этом нет». «Наверное? Да там есть капли твоей слюны, а он их... Ах, извращенец! Где те сигареты? Отвечай!» Ну и кадр. Не обращая внимания на нетронутые тарелки с ужином, Руф легла животом прямо на стол, чтобы дотянуться до Ганса и схватить его за воротник. Она с небывалой силой подтащила его испуганное и смущенное лицо к своему. «Я ничего не делал, просто спрятал в укромном месте». От чрезмерного напряжения Ганс стал еще больше заикаться. «Где? Не скажу, это теперь мое, хоть что-то от Хельги будет принадлежать мне». Ганс зажмурился и руками прикрыл лицо от замахивающейся для удара Руф. Я хотел было вмешаться и разнять их, но начинающийся потасовку остановил тихий, несколько истеричный смех Хельги. Она сидела прямо и смеялась, широко раскрыв рот. Из ее глазницы брызнули несколько капель слез. Все замерли, даже Яков пристально смотрел в нашу сторону. Первой опомнилась Руф, она откинула от себя Ганса, что тот еле усидел, и подползла по столу на свое место. «Это все из-за тебя, извращенец, она так расстроилась». Хельга не останавливалась, к истеричному смеху добавилась еще и икота. Руф крепко обняла ее
отечески похлопывая по спине. «Ну-ну, моя милая, он больше ничего тебе не сделает». Воликунг рядом со мной быстро делал запись в своем дневнике. Только я слышал его тихое бормотание. Руф нежно прикоснулась к шелковистым волосам своей любимой и положила ее трогательную и прекрасную голову себе на пышную грудь. «Я не позволю грязным рукам прикоснуться к тебе, любовь моя». «О, Руф!» — трепетно воскликнула Хельге. «Он у нас еще и фанфики пишет». Это олицетворение хорошего человека, который уже не первый месяц пишет фанфики или год. Я отвернулся, чувствовал себя неважно. В это же время за спиной нарисовалась пышная фигура Оливера. Он положил тяжелые руки на мои плечи и улыбнулся. «Смешные вы, ребята!» Смех Хельги наконец прервался. Она вытерла указательным пальцем слезинки и, с трудом отцепив от себя Руф, закурила. «Пока вы тут бронились, я сходил к командиру». Руф вскочила и нетерпеливо уставилась на Оливера. «С ним все в порядке. Я видел, он ранен?» «Он целеханик. Вот Элиас. Уверен, ты его со всех сторон осмотрел. Он может скрывать свою боль. Он может скрывать свою боль, терпеть». Со стороны окна послышался короткий смешок. Яков направился в нашу сторону. «Я уже не первый раз замечаю, Руф. Твой интерес к командиру. Ты что, его ручная собачонка? Или тут имеют место непозволительные чувства?» Кажись, да. Она засмущалась еще сильнее, чем при Хельге. Руф вспыхнула. Я по-твоему гей? А? У меня только одна любовь, Хельга. А с командиром я хочу завести настоящую мужскую дружбу». Яков снова рассмеялся. Так что насчет Элиаса? Ах да, допрос окончился. Сейчас Элиас придет и все нам расскажет. Все затихли в ожидании. Я воспользовался этой паузой, чтобы немного прийти в себя от абсурдности развернувшейся картины. Однако Элиас не заставил себя долго ждать. Вскоре он появился в дверном проеме, на мгновение замер и пошел к нам. «Я бы хотел извиниться за произошедшее. Моя вина, что я снова не был осторожным. Если бы не мой эгоизм, Ганс и Немо не подверглись бы опасности. Дважды. Простите». «Ничего страшного, Элиас. Мы все живы, и это главное. Не переживай». Элиас немного постоял в нерешительности, а потом продолжил. «Кто сидит на моем месте?» «Это Немо. Садись сегодня сюда». Ганс вскочил и помог своему другу сесть рядом со мной, а Дорис осторожно пододвинула новоприбывшему чью-то нетронутую тарелку с тортом. Элиас без лишних вопросов принялся есть. Как только с ужином было покончено, вокруг Элиаса столпились. Только Яков остался в стороне. «Так что было на допросе? Что они сказали?» На допросе ничего особенного. Сначала долго молчали, а потом признались, что напали, желая выслужиться перед руководством. «То есть как это?» «У них неподалеку проходили боевые учения. Солдат было немного. Человек 40. Нашли наш лагерь случайно. А так как он небольшой по площади, их капрал предположил, что нас тут тоже будет мало. Полагали, будто бой будет легкий, если нападут с 4 сторон. Дальше вы сами знаете. Они доложили руководству о нашем местоположении?» «Не успели. Враги оставили передатчик
у засады восточной стены, которая должна была нападать последней, якобы ближе к победе. Все должны были доложить своему штабу, что нас уничтожили, но все пошло не совсем по плану. Понимая, что проигрывают, они вместо вызова подмоги бросились спасать своих людей? Именно. Самоотверженно, но очень глупо. И что с выжившими теперь станет? А что с выжившими теперь станет? Отвезут в главный штаб на переработку. Я опешил, а Руф ткнула Хельгу локтем, однако та никак не отреагировала. Ах вы Подожди, переработка, это типа... Подожди, это типа как это... Это что-то вроде Вархаммера, где у них были специальные устройства для переработки всякого мусора в нормальную съедобную пищу. А тут они перерабатывают людей также в пайки или в что-то другое. Что-то мне не нравится эта формулировка «переработка». Она пошутила, никто из их перерабатывать не будет, просто отвезут в главный штаб. Ага, это была шутка. Тем не менее, мне не было смешно. А что с ними будут делать в штабе? Насколько я помню, командир запретил нам отвечать на твои провокационные вопросы. В каком месте мой вопрос провокационный? Начиная с самой первой буквы. Я недовольно поджал губы, а Оливер примирительно замахал руками. Да неважно, главное, что это не наша забота. Жалко тех ребят, но они сами виноваты. Это все? Да. Ну и это... У меня записано, что в 10 вечера я ложусь спать. Сейчас 9:58. У меня осталось 2 минуты, чтобы уснуть. Что ж, в самом деле пора ложиться. Утром у нас тренировка, поэтому надо выспаться. Немо, завтра тебе нужно зайти к командиру. Он хочет что-то с тобой обсудить. Вспомнилась наша с Вагнером сделка. Неужели он хочет уже завтра выслушать мой отчет? Мы поднялись с места и по одному начали покидать столовую. Последним в комнате остался Яков. Он сидел на лавочке и задумчиво всматривался в тарелки с нетронутой пищей. Да, прям тотальный. Как-то... Ой. Пиханутый социопат, скорее всего, как если я ничего не путаю, социопат. Подожди. Секунду. Вот это кадр. Стена крепости становилась все выше. Кажется, нам не хватает материалов, Сэм. Лен. Это кто такие? Я заметил, как тебе эта затея? Не думаешь, что только зря тратим время и силы? Сэм вздохнул, а я сделал шаг назад, чтобы посмотреть на труд 3 дней. Куча железок, наваленных на забор. Немного мы успели. Верно, Лен? Я удрученно кивнул. Мы были во дворе моего дома и строили крепость для защиты от черных отступников. Эта идея принадлежала Тому и пришла к нему неожиданно. Впрочем, как и все его сумасбродные и чем-то гениальные замыслы. Я вытер пот со лба тыльной стороной руки. Отец говорил, что сегодня будет дождь, но пока на небе не облачко, и получить солнечный удар можно было даже в тени дуба. Пока я про себя ругался на жару, из-за недостроенной стены крепости выглянуло удивленное лицо Тома. Мы видели, как тут крепко. Нет, вы видели, как тут крепко? Нет, вы видели? Никакой снаряд не пробьет. И к чему ты удивляешься? Сам же вчера заделывал дыру в том месте. Так это я сделал.
Нам нужно еще таких деталей, обязательно. Том обошел постройку и встал рядом с Сэмом. Том, ты уверен, что черные отступники не смогут одолеть эту крепость? А как же? Но нам нужно еще немного деталей. София сказала, что знает, где их взять. Из дома донесся глухой девичий голос. Кто сказал София? Том задрал вверх правую руку, словно хотел выйти к доске, и кивнул в ответ. София, это я крикнул. Иди сюда. Сэм дернул Тома за ухо и как будто рассерженно начал поучать его. Не веди себя как ребенок. Помнишь, сколько тебе лет? Скоро в армию, а ты до сих пор ерундой занимаешься. Ай, не пойду в армию. Я стану ученым и буду разделывать наших врагов во время операции. Ай. Вот это желание. Да и глаза у тебя какие-то интересные. Сэм отпустил Тома и скрестил руки на груди. Тогда учись прилежно. А то дома только я учебники открываю. Поэтому тест лучше тебя напишу. Том немного погрустнел. Ты умный, Сэмми, а я не очень. Я заулыбался, когда заметил, как Сэм покраснел. Он старался не выдавать, что ему приятно это слышать. Ты тоже умный, но из-за того, что не учишься, все время изобретаешь велосипед. Я буду учиться, как только поступлю в школу лекарей, чтобы потом заниматься наукой. Лен тоже верно. Тогда мне будет никак не скучно. Так, давайте продолжим, погнали. Балда, ведь чтобы туда поступить, тебе нужно сначала сдать экзамен. Туда не всех берут. Том не успел ответить, к нам подошла София. Она улыбнулась и хитро посматривала на нас. Опять тебе приходится разнимать братишек, Лен. Нет, мы думаем о будущем. Слушай, София, а ты куда пойдешь через 2 года? Она удивилась. Мы уже не раз обсуждали будущее, но Том постоянно забывал желание каждого из нас. У него в голове вообще ничего не задерживалось. Мы с Лен будем солдатами, верно, Лен? Я улыбнулся и кивнул. Еще какими? Я стану героем и в одиночку уложу всех черных отступников. Не успеешь, после сражения со мной их уже не останется. Она показала язык и разозлилась. И я разозлился. Не сильно, но вид сделал грозный, чтобы знала, что со мной шутки плохи. Ого, какие вы смелые. Один только Сэм не разделял нашего энтузиазма. Он смотрел устало куда-то за мою спину. А если не станете? Или, например, черные отступники всех нас захватят еще до того, как мы вырастем? Он вдруг интенсивно замахал руками, как будто собрался взлететь. Как ты можешь говорить такое, Сэмми? Священник же всегда напоминает перед молитвой, что правда и доброта на нашей стороне. Господь с нами. Сэм отвернулся, а я решил вмешаться, иначе они снова поссорятся. Пессимизм Сэма никак не уживался с оптимизмом Тома. Но, честно говоря, у Сэма куда более реалистичный взгляд, потому что... Подожди, черные отступники, почему их черными назвали? Ну, имеется в виду, не к цвету кожи или к чему-то такому. Это чисто из-за формы? Ну да ладно. Ты забыл, Сэм? Мы же строим крепость, там и будем жить, когда нашу территорию захватят. Я широко заулыбался и ткнул Сэма локтем, чтобы он перестал грустить, но в ответ получил все такой же уставший взгляд. Ага, и будем жить в самом центре империи черных отступников. Какой же ты пессимист, Сэмюэль. Война еще не проиграна. Все впереди, а когда мы сами станем взрослыми, тогда победа уж точно будет в наших руках.
Ого, ты права, мы победим. Том зааплодировал, широко размахивая руками. София засмеялась, и мне тоже стало весело. Дети? У нас какое-то различие между черными волками, познавшими всю войну, как какие-то берсерки. Берсерки Императора. Также почему-то у меня постоянно какие-то отсылки на какие-то ассоциации с Вархаммером. Я подхватил палку с земли, вытянул руки вперед и зажал ее в кулаке, воображая, будто это пистолет. Ты где? О! Смерть черным отступникам. Мой голос звучал серьезно, но каждый из друзей понимал, я придуриваюсь. Том начал жестами указывать на себя. И я черный отступник, сделав суровое лицо храброго воина, я направил свое оружие на Тома. Паф-паф! Том еще сильнее вытаращил глаза и, схватившись за сердце, рухнул на землю. София рядом со мной рассмеялась. Вот так и разделаемся со всеми. Ага, если бы все было так просто. Да стой, долбанный будильник. Тонкий палец Софии уткнулся Сэму в живот. Она хотела было отчитать его, но только открыла рот, как к нам неторопливо подошел мой отец. В длинном фартуке, обляпленном глиной. Его голос зазвучал тихо и болезненно. Лен, кувшины готовы, ты можешь идти с ними на рынок. Точно, сегодня же базарный день. Из-за крепости я совсем забыл о делах. Я погрустнел, не хотелось никуда идти, особенно одному. Уже собираюсь. Мой тяжелый вздох не остался незамеченным отцом. Он откашлялся и мягко заговорил. Возьми с собой друзей. Вам будет веселее, и купить себе на обратном пути немного конфет. Но, пап, ты сам говоришь, что конфеты слишком дорогие, а сейчас вдруг внезапно... Отец потрепал меня по голове, снова кашлянул и ласково улыбнулся. Ничего, завтра отнесем парочку твоей маме. Она будет рада подарку. Я ненавидел, когда он так говорил. В этих моментах отец как будто терял связь с реальностью. Они ей больше не нужны. Ну-ну, не говори так. Мама бы расстроилась, услышав твои слова. Я хотел огрызнуться, но Сэм меня опередил. Спасибо, мы очень хотим сходить с Леоном на рынок. Нам тоже нужно кое-что продать. Удачи вам, ребятки. Горшки я оставлю на пороге, будьте с ними аккуратнее. Я еще утром случайно разбил два. Я прослежу, чтобы мальчишки не баловались. Она уперла руки в бока и ухмыльнулась. Ну, прямо как мамочка. София любила командовать, пользуясь положением нашей единственной знакомой девчонки. Правда, на Сэма ее влияние не распространялось, а только на меня и Тома, как на самых младших. Отец весело подмигнул и снова скрылся в доме. Я еще раз услышал его приглушенный кашель. Лен, я, конечно, сочувствую тебе с мамой, но не сердись на отца. Он в одиночку тебя воспитывает. Вот если бы у нас с Томми такое было, мы бы все время у тебя не проводили. Зато у нас есть мама. Зато у вас есть мама. Если бы у меня была мама... Глаза предательски защипало от подступивших слез. Я наклонил голову, чтобы никто не видел меня плачущим, и сжал кулаки. Ну, Лен, не переживай, твоя мама была очень храброй женщиной. Я слышала даже, что ей хотели дать чин офицера, но не успели. И ты сам такой же храбрый, как и она.
Я ее почти не слышал. Ненависть к черным отступникам начала снова пробуждаться и поглощать все мое существо. Я стану самым сильным солдатом. Я их всех уничтожу. Я отомщу за маму. Внезапно мои плечи обняли тонкие руки. Я сразу понял, что это был Том. Он всегда так делал, стоило мне начать реветь. И в это же мгновение оба моих кулака оказались в теплых ладонях Сэма и Софии. Честно говоря, это напоминает чем-то на сюжет «Атаки Титанов». Вот прям погибшая мама, аниме-стилистика, какой-то заувалированный враг в виде черных отступников. Мои друзья, мои самые лучшие друзья. Я громко шмыгнул носом и заговорил, стараясь сдержать улыбку. «Эй, что вы делаете? Я же не собираюсь плакать, как какая-то глупая девчонка». Один мой кулак снова оказался на свободе. «Вот балбес, когда это девчонки плакали. Мальчишки только и умеют, что хныкать и хвастаться». Закончив короткую и гневную речь, София дала мне легкий подзатыльник. Я хихикнул, а Том отстранился и внимательно смотрел меня своими большими глазами. «Так ты не плакал, Лен?» Его голос был таким удивленным, что мне даже стало обидно. «Конечно, я не плакал, еще чего». Том отступил и спрятал руки за спину, в то время как его брат похлопал меня по плечу. «Помни, Лен, ты не один, у нас скоро будет крепость, и мы сможем одолеть любого врага». Том приподнял уголки губ, он делал это редко и в исключительных случаях. Может быть, именно поэтому его слабая, но искренняя улыбка оказалась мне особенной. «Все, я знаю, идем на рынок. Если удачно продадим папины кувшины, то купим себе конфет». Я уже было собрался идти, как Тома резко дернул меня за рукав. «Подожди, ты забыл про нашу крепость. Не будет же она так и стоять недостроенной. Чтобы продолжить строительство, нам нужны детали, а пока их нет». Утром София говорила, что знает, где их можно еще взять. Мы повернулись к ней, она виновата переминалась с ноги на ногу. «Да знаю, я знаю. Подслушала разговор мамы с каким-то офицером. Она говорила, что в местах сражений всегда остается много разных полезных штук. Полезных для чего? Для войны. Так много обломков железа, патронов и гильз. Если мы пойдем туда, то сможем что-то найти. Но там же мертвые». «Никаких мертвых там нет. Наша армия забирает трупы, если удается одержать победу. Забыл, что ли? Иначе черные отступники их растащат». «Ты предлагаешь сходить в то место?» «Не предлагаю, просто передаю их разговор. Но я не знаю, где еще брать металл. Ну, не воровать же у соседей». Мы все замолкли. Я думал, стоит ли нам идти туда, стоит ли рисковать своей безопасностью ради строительства крепости. Ну, конечно же, вы пойдете, Шила ведь в жопе играет. Ну, а пойдем мы уже в следующей серии, скорее всего, как раз таки красивый момент. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки или пишите комментарии. Ставьте лайки или дизлайки на ваше усмотрение. Пишите комментарии, критикуйте, обсуждайте игру, только не спойлерите. Предлагайте игры для прохождения. Анимешки тоже принимаются, а то что-то мне не получается найти еще каких-то анимешек. У меня уже есть небольшой списочек, но хочется его еще пополнить на всякий пожарный. Ой, простите. Заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер. Буду рад вас там видеть. И не забывайте же эту кнопочку подписаться на колокольчик, так вы о новых видео узнаете и пополните нашу маленькую, но крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.